Всем привет! В этом выпуске мы узнаем у людей Калининграда, сколько в месяц они зарабатывают, на что тратят эти деньги и какая была самая дорогая покупка в их жизни. Обязательно смотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Подписывайтесь и оставайтесь вместе с нами, чтобы быть в курсе всех новостей. Здравствуйте, расскажите, сколько в месяц вы зарабатываете? Сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько вы зарабатываете в месяц? Сколько ты зарабатываешь? Я там зарабатываю 2 миллиона. Сколько в месяц зарабатываете? Расскажите, сколько вы зарабатываете в месяц? Достаточно. Вам хватает на все ваши хотелки, на покупку? Но все нет. У меня большие аппетиты. Даже так. А в какой сфере вы работаете? IT. На ваш взгляд, сколько в среднем нужно жителю Калининграда для комфортной жизни? Жителю Калининграда. Я просто в Москве живу. Но в Калининграде, мне кажется, 150-200 средний будет более-менее чем, на мой взгляд. Хорошо. А в Москве? От 500 000. А вы в Калининград приехали с какой целью? Путешествовать или по делам? Я раньше здесь жил просто. Набегами возвращаюсь эпизодически. Самая дорогая покупка в вашей жизни? Не знаю, наверное, квартира. В Москве или в Калининграде? В Калининграде. А в Москве еще не приобрели? Я работаю над этим. Снимаете? Все верно. А сколько стоит в Москве сейчас снять квартиру? По-разному. Ну вот если взять центр, однушка, самая простенькая. Я не знаю, если вы загуглите, на Авито вам более точно расскажет, чем я. Хорошо, а за сколько вы снимаете квартиру в Москве? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ладно. Вот ваше мнение, уровень жизни в Калининграде и в Москве отличается или одинаковый? Качество жизни в Калининграде мне кажется достойным, более разнообразным. Что касаемо уровня, с учетом того, что доходы в Москве выше, то и уровень тоже выше. Но ответить на ваш вопрос не так-то просто. То есть в Калининграде много всего интересного, того, чего нет в Москве. Ну и, соответственно, наоборот. Поэтому здесь есть своя изюминка, и не все решают деньги. Тоже море, например, та же атмосфера в Калининграде. На мой взгляд, она более интересная. То есть, в принципе, это ваш выбор жить на два города, потому что и в Калининграде есть что-то хорошее, все и в верно. Москве. А не было желания купить недвижимость или жить, может быть, где-то за границей? Не было. Все-таки родина дороже. Да. Привет. Привет. Расскажи, сколько ты зарабатываешь в месяц? Много. За февраль мы заработали с моим молодым человеком, мы вместе работаем, 2 миллиона. А кем вы работаете? Что столько? Я блогер, но основной доход у нас с Wildberries. Мы открываем людям бизнес под ключ, плюс обучение. И сами продаем. Прикольно. А на что тратите деньги? На путешествия. В основном. Но вот в этом мы сейчас были в Питере на той неделе, через 4 дня мы улетаем в Египет, а потом еще в мае, а потом еще в июле, а потом у нас свадьба в августе. Расскажи в целом обстановку, вот помимо того, что тратишь на путешествия. Вы снимаете жилье? Мы снимаем дом. И сколько в месяц? 55. Дом? Это только чисто... Это только дом, плюс коммуналка там 7-8 тысяч. Сколько на одежду, например, в месяц тратишь? Много. Очень много. Но мне кажется, в районе 100 суммарно, вот так. Но это все вместе. Я, муж, ребенок, муж будущий. Да. Сколько ребенку лет? 5 лет, 5,5. В садик ходит? Да, относительно иногда. В частный или в государственный? Государственный. То есть здесь на это решила не тратиться Мы пошли особо. туда, где нам удобно по местоположению. То есть изначально мы туда ходили на платной основе, потом там предложили бесплатное место, почему нет? То есть такой же садик, как и любой другой. Кормят, поят, занимается, все хорошо. Самая дорогая покупка вот за последние 5 лет, наверное? Машина. Какая? Мерседес у меня. Не очень дорогая, она стоит там сейчас, мне кажется, 1,5 миллиона, 1 800 000. То есть сама заработала, Да, сама это я купила сама за свои еще, я еще когда была одна, после развода, сама за свои собственные. Самая дорогая вещь на тебе сейчас одетая? Часы. Здесь 12 маленьких бриллиантиков, но они стоят на самом деле недорого, они стоят там в районе 90-95. Вот здесь в Европе покупали. А что сегодня покупаешь здесь в магазине? Я покупаю солнцезащитный крем, готовимся к отпуску. То есть такой по мелочи. И подарки на 23 февраля. Что-нибудь уже купила? Вообще ничего. Прям вообще ничего. Здесь с утра вылетело.
Давай дадим совет людям, вообще калининградцам, россиянам, чтобы зарабатывать такие деньги. Вообще вот твой самый главный инсайт и совет. Пробуйте. Вот чем больше раз вы попробуете, тем выше вероятность того, что у вас получится. Ну, то есть у меня не с первого раза получилось вести блог, не с первого раза получилось выйти на ВБ, не с первого раза там получилось открывать людям бизнес под ключ. То есть мы тоже ошибались, у нас были ошибки, неудачи, мы теряли деньги, это нормально. Но в итоге, то есть ты можешь попробовать один раз, у тебя ничего не получилось, и ты такой... Ну, блядь, все говно, обман и так далее. Ты можешь попробовать 25 раз, и у тебя получится в любом случае. Я дочку также учу, она такая, психует, у меня не получается. Я говорю, попробуй еще раз и еще раз. Короче, надо просто пробовать. Ну, нет какого-то волшебного секрета, какой-то волшебной таблетки, просто пробуйте. Я работала раньше в банке, я работала в 3 банках, все нравилось, все классно. И, в принципе, по тем годам, это лет 10 назад примерно было, у меня доход был там 40 тысяч, 45. Ну, на те года это хороший доход. Но там ты не прыгнешь выше крыши. Ну, ты дойдешь максимум до управляющего. Управляющий на тот момент получал в районе 200 тысяч рублей. Ответственности много, работы много, плюс к 8 утра куда-то нужно ехать. В онлайне ты не ограничен вообще. У меня огромное количество друзей, близких и не очень близких, кто работает в онлайне. В любой сфере. Это не обязательно Wildberries, это может быть все, что угодно. То есть те, кто работают сами на себя, это вот такие ребята, которые могут хорошо зарабатывать. Здравствуйте, расскажите, сколько в месяц вы зарабатываете? От 2000 евро есть. В какой сфере вы работаете? Продажи. В онлайне? Да, все в онлайне. Самая дорогая покупка за вашу жизнь? Ну, пускай будет сумочка. Какой марки? Ну, вот дизель. Скрытая реклама. Она в России оказалась дешевле, чем за границей. А вы за границей часто бываете? Живу там. А в какой стране, если не секрет? Сейчас переезжаю в Португалию. А родители живут в Калининграде? Да. В Калининграде живете? В Калининграде живем. В Калининграде живут. На ваш взгляд, средняя зарплата в Калининграде? Рублей 45, наверное. 30, 45. На ваш взгляд, это достойная зарплата? Нет, очень сильно нет. Сколько, по вашему мнению, человек должен зарабатывать в месяц, живя в Калининграде, для комфортной жизни, чтобы себе ни в чем не отказывать? А этот человек снимает квартиру или живет своей? Допустим, снимает. Ну, тогда, наверное, 1150, 100. Ну, хотя бы, наверное, так. Рублей? Да. Я себя чувствую бомжарой. Я всегда думала, что эти видео — это все подстава. Я там зарабатываю 2 миллиона. Всем этим людям, что самое интересное, до 35. Вот это молодежь. Что я делаю не так в этой жизни? Сколько ты зарабатываешь? Ну, 40 тысяч в месяц. Ты мне говорила 30-ку. Ну, там еще 10-ку муж подкидывает. Что ты делаешь за эту 10-ку? Я убираю, стираю, воспитываю ребенка, готовлю жрать. Еще, люблю его. Пашка, давай, самая дорогая вещь на тебе. Камера. Да нет, кстати, кроссовки. Таких сейчас ладно. нет в России, Nike. Что стоит? Ну, 15. Сейчас я такие шмотки не покупаю. Сейчас я столько не зарабатываю. А на мне Показывай. кольцо, обручальное с бриллиантами. 30-ку. Мы его на акции тогда купили. Напишите в комментариях, если вам интересно, сколько стоит шмот. И мы пойдем людям под кожу залезать в их карман. Ты как раз это любишь. Саш, расскажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь в месяц? Около 50-60 тысяч в зависимости от сезона, да, то есть от потока клиентов, вот, то есть зарплата варьируется от этого. Ты работаешь на одном месте работы или совмещаешь несколько сфер? Я совмещаю, но сфера, можно сказать, одна сфера — это продажи, просто тут это именно косметика, да, калининградская, а так еще есть вторая подработка, можно сказать, это студия фитнеса и растяжки, то есть во благо людям, вот, но это там так, подработка. А ты сама в студии растяжки преподаешь? Нет, я не преподаю, я как помощница, можно сказать. Не было желания сменить, может быть, сферу деятельности, либо фриланс уйти? На фриланс нет, сменить тоже не хотелось. Вот в сфере фитнеса я работаю уже 3 года, в целом мне это нравится. Вот. А тут недавно захотелось просто чего-то новенького, разнообразия, вот, а так как бы больше об этом не думала. Тебя устраивает твой заработок в месяц или хотелось бы побольше? Ну, на данный момент да, но в любом случае хотелось бы побольше, конечно.
А побольше это сколько, вот, на твой взгляд, комфортно тебе нужно для того, чтобы в месяц жить и ни в чем себе не отказывать? Я думаю, сейчас это где-то около 80 тысяч нужно будет, вот, чтобы жить одной, комфортно, там, снимать квартиру, вот, гулять, отдыхать. Поэтому, думаю, такая сумма мне нужна будет. А на что ты тратишь свою зарплату? Вот основные сферы расходов. Так, ну я еще учусь на последнем курсе, поэтому еще на учебу денежка уходит, на себя, на помощь родителям, вот, да и в принципе все. То есть нет такого, что я там на что-то откладываю и так далее, просто, не знаю, живу. А на жилье? Вот квартира снимаешь или с родителями живешь? Сейчас с родителями. Как у тебя получается совмещать учебу, 2 работы, грубо говоря, вот откуда ты берешь силы и время на это все? Ну, наверное, от общения с людьми, то, что я все-таки им как-то помогаю, особенно в сфере фитнеса, там очень рада, когда у клиенток получаются какие-то результаты, они добиваются, меня это мотивирует. Я учусь, как бы, прихожу только на сессию, вот, поэтому беру там выходные, отпуска, и девочки всегда супер понимающие, помогают, там, поддерживают, вот, поэтому как-то получается. А расскажи, ты из Калининграда? Нет, Откуда? из Беларуси. Приехал отдохнуть в Да. Калининград? Да, к родственникам. Какие зарплаты в Беларуси сейчас? Ну, средняя где-то 1100 рублей, наверное. Это где-то плюс-минус $500. А в рублях, если в российских? В российских рублях, так я тоже сейчас в российских, я вообще в России как бы работаю тоже. Ну, это где-то 40, от 35 до 50 тысяч средняя. Угу. Но в основном, даже если брать регионы, там даже, может, 25. А в России кем работаешь? Ты сказал. Менеджер с ДК. А какая зарплата у тебя? От 50 до 100 тысяч. Хватает в среднем этой зарплаты? Ну, если живешь один, да. Тебе хватает? Лично? Мне лично, да, я даже А на что тратишь зарплату? исключительно только еда, в редких случаях одежда. А в основном не знаю даже, куда тратить деньги. Ну вот, путешествовать я съездил сюда пока что, потом, может быть, куда-то поеду. Вот куда бы хотел еще поехать отдохнуть? Таиланд, Турция. Если бы у тебя сейчас в кармане лежал 1 000 000 рублей, что бы ты купил первым делом? Я бы ничего не покупал, я бы инвестировал. А во что? В недвижимость, в Газпром, золото. акции Газпромбанка, возможно, недвижимость, да. А так сейчас занимаешься инвестициями? Ну, я так чуть-чуть торгую на бирже. Много это денег приносит? Вот лично Пока тебе. убытки. Привет, девчонки. Добрый день. Расскажите, сколько вы зарабатываете в месяц? Сейчас нисколько, мы студенты медицинского. Только стипендия. А на каком курсе учитесь? Первый. Высшая. Живете в общаге или снимаете, может быть, квартиру? Снимаем. Да. На какие средства снимаете тогда? На родительские. Родители помогают. Да. А в дальнейшем планируете работать по специальности или все-таки немножко смените сферу деятельности? Ну, по специальности, да, думаю. Ну, получается, 6 лет врач-терапевт, а потом ординатура. Не пугает, что сейчас говорят, что у врачей типа низкие зарплаты? Да нет, не особо, смотря в какую сферу там потом идти. Каким врачом быть. Как повышать свою квалификацию. Сколько вот для комфортной жизни, для того, чтобы ни в чем не отказывать себе, вам сейчас нужно в месяц? Какая сумма примерная? Ну, если посмотреть, сколько мы тратим, то, ну, как студентам, сколько? Ну, 1030. Ну да, 1030. ну да. Что ты такая испуганная? Реально давай. планируете врачами дальше работать? Ну да. Блин, это слушайте, очень я благородно, думала, да, прям я думала, посылка. сейчас таких благородных людей, молодежи такой нету, а девчонки прям поднимают. Она думала еще судмедэкспертом там будет что-то такое. Угу. Судмедэкспертом. Нифига себе, это расчлененка, да, вот это? Ну, мы сначала хотели же в этот, как это называется? Что? Короче, в полицию пойти. Криминалистика? Да, вот это да, всё? да, да. Ну да. А ты куда планируешь? Ну, я думала сначала патологоанатомом. Сейчас пока еще вот в раздумьях. А сегодня мы с вами будем расчленять труп Антошки. И вы узнаете, что у него внутри. Ну да. Подписывайтесь. Спасибо, девчонки, очень классно. Расскажите, пожалуйста, вы кого-то здесь ждете? Конечно. С кем тут по магазинам прошли? Да, по делам и ходили. Внучка пошла еще что-то посмотреть, и я вот сижу, жду ее.
А расскажите, вы на пенсию живете или есть дополнительный источник дохода? Ну, на пенсии. И сын еще есть, помогает, когда. Хватает пенсии на то, чтобы вот покупать то, что вам хочется? Ну, так более-менее хватает. Когда сын не хватает, так сын помогает. А на что у вас в основном уходит пенсия? Ну, на что за квартиру, на питание. Ну, вообще-то у меня, считай, хватает. Сколько у вас пенсия, если не секрет? 31. А 31 200 там, так. в какой сфере вы работали, что у вас, ну, в принципе, нормальная пенсия? Ну, в какой сфере работала? Водителем работала. Водителем чего? Машину чего? Шофером, в общем, шофером работала. А сколько лет вы работали на этой должности? Да, считай, всю жизнь проработала. 52 года с водителем стажем. А вы всю жизнь в Калининграде живете? Да. Ну, в общем, так, 65-го года. А есть какие-то, может быть, товары, которые вы бы хотели купить, но вот не позволяет пенсия? Например? Да, собственно, не надо ничего. Куда мне? Уже все есть. Да все есть уже. Так, на машине еще езжу. На машине еще ездите? Да. А сколько вам лет? Сколько? 80. Спасибо большое. Ларисочка, можно вам пару вопросов задать? Как давно вы работаете здесь, в заведении? Не так давно, месяцев 5, наверное. А есть дополнительный заработок у вас? Да. Сколько в месяц в целом вы зарабатываете, если сложить вот все источники дохода? 45 где-то, может, когда-то до 50. А на что в основном тратите деньги? На еду, на одежду, на котов. У меня 2 кота. А вы сама из Калининграда или? Ой, нет. Я родилась в Барнауле. Сюда переехала в 2009 году. А с какой целью переехали? Родители переехали, у меня выбора не было. Вы живете с родителями или в своем жилье? В квартире, не с родителями, отдельно. Снимаете? Да. Сколько стоит снять квартиру в месяц? Хорошую или Ну, вот вашу, например. 15. И коммуналка отдельно. Хорошее место, нормально. А сколько бы хотели зарабатывать в месяц? Чтобы в Калининграде жить, 1100 было бы круто. В какой сфере можно сейчас зарабатывать такие деньги? IT. Пошли бы в IT? Пошла бы. А вообще по образованию вы кто? Лингвист. Ну, а почему бы и не репетитором? А я и вот дополнительный как раз, да, преподаю английский. О чем вы мечтаете? Вот о какой сумме денег и на что бы вы ее потратили? Ой, честно говоря, прям мечты какой-то нет. Я бы на путешествие потратила. Поездила бы где-нибудь по миру, посмотрела бы. А чтобы прям какая-то вот материальная мечта, своя квартира, наверное. Вот. Расскажите, вы из Калининграда или приехали в гости сюда? Нет, я просто приехал из Алжира, не русский. А вы сюда на постоянную, на постоянку Да, приехали? я живу здесь, да. На постоянно я буду. А что вам нравится в Калининграде? Спокойно, она хороший город, чистый город, люди очень хорошие. Здесь очень много людей, туризм, это район на туризм, да. А кем вы работаете? Я работаю в Яндекс.Такси. А какая зарплата сейчас в Яндекс.Такси? Нормально, не мало, неплохо, потому что у нас в Яндекс.Такси, если ты много работаешь, ты много зарплату. А сколько, вот если хорошо работать в Яндекс.Такси, можно в месяц заработать? Нет, это зарплату каждый день. А, каждый Да, день? каждый день. Нужно, когда мало, 3000. Когда хорошая, нужно 5000. А вы живете здесь один или с семьей? Не один, просто один, да. А на что тратите свою зарплату? Все я буду купить, что я хочу. А какая зарплата в Алжире? Вот вы кем там работали? В Алжире я был работаю, да. Я был работаю 2 раза. Первый раз я был работал в полиции, а потом я был работаю в школе. Тренер в школе на спорт. Там не как здесь. Там нужно мало зарплату, а там недорого, как здесь. Там, если там мало, там хватает. 200 евро. А там хватает. А здесь, наверное, не хватает, конечно. То есть здесь цены выше, чем в Алжире, да? Да.
А вы квартиру здесь снимаете или живете с кем-то, может быть? Да, это студию. Сколько стоит съем студии? 10 тысяч за месяц. То есть вам хватает и на съем, и покупать все, что вам необходимо? Да, это хороший район, хорошая студия, да, мне нравится. На вас оригинальные фирменные одежды, брендовые? Это оригинал, Франция. Je parle la langue française. Quand tu comprends moi, je maîtrise bien la langue française. Parce qu'en Algérie, la langue française, c'est la deuxième langue en Algérie. La première langue, c'était l'arabe. La deuxième langue, c'était le français. А французский язык у нас в Алжире, арабский это первый язык, а второй французский язык. Да. Скажите вот в камеру нашим зрителям, подписывайтесь на наш канал на французском. Еще раз, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал. Soyez le bienvenu, канал YouTube, как... На одной волне. На одной? Волне. На одной волне. Soyez le bienvenu. Арина, скажи, пожалуйста, сколько в месяц ты зарабатываешь, твоя зарплата? Моя зарплата 60 примерно. Ты работаешь на одном месте работы или у тебя несколько источников дохода? На одном месте. Ты сама из Калининграда или приехала? Нет, я из Саратова. А в Саратове какая зарплата была? Ну, в Саратове была около 40, наверное, меньше, чем здесь. Как ты считаешь, вот в Саратове 40 тысяч, в Калининграде 60 тысяч, неравноценно хватает на достойную жизнь или есть разница? Ну, в любом случае здесь выше цены, дороже продукты. Одежда, могу сказать, что примерно одинаково, но так как продукты дороже, уже ощущается. На что ты тратишь в основном свою зарплату? В основном это продукты, одежда, откладываем на какие-то цели, так сказать. Вот. Если бы у тебя сейчас было 500 тысяч рублей, на что бы в первую очередь ты их потратила? Ну, наверное, на курсы я бы хотела пройти, ну, вложить именно в себя. Вот. Так, наверное, все. А вот на какие курсы? Ты бы хотела сменить сферу деятельности? Ну, я люблю творческую деятельность, поэтому хотелось бы развиваться в творчестве. Хотелось бы что-то по созданию причесок, вот в этом плане. То есть тебя бьюти-сфера интересует? Ну да, интересно, да. А на твой взгляд, в какой сфере сейчас больше всего можно заработать денег? Больше? Ну, наверное, индустрия красоты все-таки, она... Я не знаю, к сожалению, я не во многих сферах работала, но думаю, что там. А в Саратове ты кем работала? К сожалению, пока мне не удалось полностью погрузиться в творческую, ну, как бы деятельность, там тоже продавцом-консультантом, пока что. Твоя мечта? Вот если у тебя будет достаточное количество денег, чем ты будешь заниматься и как ты будешь вообще жить? Чем я буду заниматься? Ну, хотелось бы, опять-таки, в творческой деятельности стать каким-нибудь топовым мастером по созданию причесок. Ну, не то чтобы прям супер знаменитый, но просто быть очень хорошим мастером. Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил мне муж купил. Мне нужно зайти купить вон тот пиджачок, и там джинсы прикольные висят. С нас сейчас начнут брать деньги за аренду эскалатора. Одноразовый проездной 50 рублей. Как тебя зовут? Костя. Очень приятно, меня зовут Юля. Тебе 18 есть, Костя? Да. Ну, замечательно. Такие вопросы страшные. Тебе есть 18? Привет, расскажи, ты работаешь или еще учишься, студент? Учусь, студент. А где-то подрабатываешь, нет? Раньше подрабатывал, сейчас не подрабатываю. А на что живешь? Есть, как бы сказать, родители есть и что-то типа пенсии. А на что тратишь свой заработок? На еду в основном. И на проезд. Еда и проезд. Ну и одежда. А ты живешь в Калининграде? Нет. А где? В области. Ездишь на учебу в Калининград? Угу. Сколько на дорогу каждый день у тебя уходит денег? 300 рублей примерно. 300 рублей. Ну еще плюс поесть нужно каждый день, да? Да. Ты каждый день ездишь с области в Калининград на учебу? Да. А думал уже, в какой сфере хочешь работать в будущем, чтобы зарабатывать достаточное количество денег? Да. В какой? В газовой. А учишься вот в ту сторону? Да. А где учишься? В БФУ. На высшее? Нет, именно СПО.
Сколько денег в месяц у тебя должно быть, чтобы хватало на хорошую жизнь? Ну, вот сейчас у меня в среднем за месяц уходит 18, и мне нормально хватает. Ну, а если у тебя вот будет семья, да, например, или просто ты отучишься, ты планируешь жить в Калининграде? Да. Вот сколько тебе нужно будет денег? Например, машину планируешь купить? Да. Снимать квартиру или купить квартиру? Вот на твой взгляд, Буду комфортная снимать, зарплата для вот такой жизни достаточно? 1150, от 150. На твой взгляд, какие в среднем зарплаты в Калининграде? Ты знаешь? Средние 1080 примерно. Как ты думаешь, всех ли устраивает зарплата у нас в городе? Нет, Хорошо, а самые низкие зарплаты в какой сфере? Не задумывался? самые низкие, наверное, какими-то продавцами, может быть. В магазинах там продуктовых. Расскажите, на что живете? Вот чем зарабатываете на жизнь? Я психолог. Сколько в месяц зарабатываете? Пока начинающий, поэтому не сказать бы, что прям на это живу, но не могу ответить на вопрос. Даже не могу. Хорошо, сколько хотите зарабатывать вот на вашем деле? Ну, наверное, 1200. Рублей? Да. А на что тогда будете тратить всю эту зарплату, весь этот заработок? На развитие. Дальше пойду сейчас учиться. Я заканчиваю 4-й курс в Москве, учусь в РУДН. Вот, дальше пойду в магистратуру, потом, может, в аспирантуру, ну, какие-то вот развивающие курсы из разряда того. Планируете зарабатывать дальше в Калининграде или все-таки в Москве? В Москве. В Москве, да? Да. Что на вас сегодня одето? Ага. Так, это Versace Jeans Couture. Нужно цену говорить или... Ну, хорошо, давайте. Самая дорогая вещь, которая на вас сейчас надета. Помолвочное кольцо. Сколько стоит? Не скажу. Ну, а здесь вот этот желтый бриллиант, да? Да. Дорогой такой. Да. Даже примерно стоимость? Ну, да, но не буду говорить, не хочу озвучивать. Хорошо. А наушники тоже? Наушники, да, ну, 1070, наверное, 60. Сережки, ну, они, наверное, где-то 220, типа того. Ну, такие достаточно дорогостоящие. А кто вам их подарил или сами себе купили, накопили? Сережки я выиграла. Да, вот буквально перед Новым годом просто выиграла реально вот в магазине с ювелирными изделиями. Там из серии оставить комментарий нужно было, оставила, выиграла. Ничего себе, вот вам везет, супер. Да, а вы да. сами из Калининграда? Да, или... да. Но все-таки метите в сторону Москвы? Ну, я как бы там живу, сейчас, наверное, последние лет 5. Вот, учусь, живу и, соответственно, развиваться вот относительно профессии тоже планирую там. А почему именно вот в Москву? Ой, на самом деле сложно, не знаю. Вообще сначала я хотела поступать в Питер на медицинский, но потом так получилось, что Москва как-то больше расположила к себе, университет был посимпатичней, ну и родители тоже как-то за Москву всегда голосовали, вот, поэтому Москва. Но там классно. В плане развития, обучения, это, конечно, небо и земля, если с Калининградом сравнивать. А вам сейчас родители помогают финансово? Или... Да, учебу оплачивают родители, собственно, пока что вот так. А как родители относятся к тому, что вы планируете в Москву? Нормально, поддерживают. Они прям всеми руками за. Вот. Ну, потому что, да, перспективы вот с точки зрения моей профессии, конечно, больше там. Даже если вот на HeadHunter открыть, посмотреть зарплаты, как бы в Калининграде это, 30 тысяч, в Москве это 100. Хотя должности одинаковые, как бы, и смысл тогда тут оставаться. Не пугает дороговизна жизни в Москве? Вот все-таки там же хоть и зарплаты высокие, но и стоимость жизни достаточно дорогая. На самом деле, мне кажется, если ты хочешь развиваться и достичь каких-то высот, тебе всегда нужно находиться в атмосфере, когда ты чувствуешь себя недостаточно классным. Вот. И когда ты ставишь себя в такие как бы условия, где тебе приходится становиться лучше, наверное, ты растешь. И вот в этом плане Москва, конечно, это круто, потому что
Здесь, вот в Калининграде, легко стать лучшим. Там это, ну, понятно, да? Такая Там, мотивация. да, там все равно придется всю жизнь что-то делать, чтобы о тебе знали, чтобы ты развивался, чтобы ты умнел, так сказать. Ну, предела совершенству нет, я считаю так. Вот, и Москва помогает как раз-таки становиться совершенством, я думаю. Вот мы с вами и узнали, сколько зарабатывают люди в Калининграде. Много это или мало, судить не нам. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь, чтобы оставаться с нами на одной волне. Я, Юлия Костромитина, за камерой Пашка Сибиряк. Будьте с нами на одной волне. До новых встреч. Пока. Мне жарко. У меня вспотели пятки. О, кожаные штаны – это вообще… Это тлен. Все, пока. Ой, блядь.